Если в вашем холодильнике обнаружилась подвявшая грустная зелень, не спешите с ней расставаться. Пожарьте ее, а точнее приготовьте такие вот несладкие сырники с зеленью. Будет очень сытно, полезно и вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и в этом видео я буду жарить зелень. Конечно же, я утрирую, зелень саму по себе я жарить не собираюсь, но расскажу, что я делаю, если обнаруживаю себя в холодильнике пару-тройку каких-то пожухленьких, забытых, несчастных пучков зелени, которые жалко выбрасывать, но из них можно приготовить кое-что вкусненькое. Если интересно, продолжайте смотреть. Поехали! Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании. Зелень можно брать любую. У меня начавшая желтеть петрушка, совсем вяленький укроп, ну а зеленый лук более-менее свежий, но для вкуса добавлю и его. Итак, начнем с нарезки. Перед этим зелень следует вымыть и обсушить. Тут поступайте так, как вам нравится. Если не против заметных кусочков зелени, а они создают текстуру, тогда рубите крупно. Если вам больше по душе кусочки небольшие и более однородная текстура, рубите зелень помельче. Зеленый лук у меня молодец, просто отщипываю несколько подсохших кончиков и затем рублю. Посмотрите, какая гора зелени. Сырники получатся очень зелеными. Переходим к следующим ингредиентам. Натрите твердый сыр. Я использую чеддер, и лучше всего сюда подойдет именно твердый сыр, типа пармезана, грана падано, чеддера. Эти сыры усиливают вкус всего блюда, даже когда такого сыра совсем немного. В глубокую миску отправляйте творог. К творогу отправляйте натертый сыр и всыпьте нарубленную зелень. Добавьте яйцо. Посолите и поперчите смесь. По сути, творог тут у нас работает как главный связующий ингредиент, база. Таким образом, блюдо получается очень полезное, в нем много белка и клетчатки. Напомню, что у меня есть еще один суперский рецепт, который отлично подойдет в тему утилизации вялой зелени. Это зеленое масло, оно отлично подойдет к печеным, к вареным, к жареным, пареным, в общем, каким хотите овощам, к любому мясу. В общем, оно способно дополнить огромнейшее количество блюд и сделать их лучше. Ссылку на этот рецепт я оставлю в описании. Теперь тщательно вымешайте массу. Сперва будет казаться, что она совсем не держится кучей, но когда творог и яйцо распределятся, масса станет пастообразной. Всыпьте муку и вымешайте до однородности. В зависимости от влажности творога может потребоваться чуть больше муки. В итоге масса должна получиться такой, чтобы из нее было удобно формовать лепешки. Она не должна быть очень сухой, но и мазать руки тоже не должна. Посмотрите на видео, как она выглядит. Теперь сформуйте сырники. Я набираю смесь ложкой и катаю шарик влажными руками, а затем расплющиваю. Выкладываю все на влажную доску, у меня получается 15 штук. Вы можете формовать сырники и другими способами. Все мои варианты в этих двух видео. Ссылки я оставлю в описании и прикрепленном комментарии. Хорошенько разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и отправляйте сырники с зеленью обжариваться. Я готовлю на минимальном огне. Выложив сырники на сковороду, накрываю их крышкой и оставляю на 3 минуты. Подрумянившиеся сырники переверните на другую сторону и готовьте под крышкой еще 3 минуты. На видео видно, что они прекрасно переворачиваются и не прилипают к сковороде, несмотря на то, что муки в них совсем мало и мы не обваливали их в муке сверху. Готовые зеленые сырники вкусные как в горячем виде, так и в холодном. Попробуйте! Друзья, если ролик вам понравился, ставьте лайк, пишите в комментариях, готовы ли вы есть несладкие сырники. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы ничего вкусного не пропустить. В следующем ролике будем готовить сладкий майонез. Зачем я над ним так поиздевалась, об этом в следующем видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».